Какая замечательная осень в этом году! Мы так долго снимали в нашей уличной студии на свежем воздухе, а потом еще ездили в Татарстан. И только теперь, под самый Новый год, переехали в нашу зимнюю студию. А вот и елка. Поэтому с сегодняшнего дня мы начнем готовить такие блюда, которые могут оказаться очень интересными на новогоднем столе. Одно из таких блюд называется бирияни. Это почти что плов, только по-индийски. А для плова очень хорошо брать не задок от барашка, а, например, переднюю часть, лопатку, грудинку. Но начинается все с маринования мяса. Конечно же, понадобится лук. Только лук на этот раз мы будем жарить на топленом масле. И дело не в том, что жареный лук лучше маринует мясо. Нет, жареный лук отлично ароматизирует масло. Именно в этом состоит цель этой операции. То есть ароматизированное луком масло пойдет в маринад, а пока что можно накрыть крышечку, масло растает, лук начнет жариться, выпускать сок, все будет хорошо. Давайте лучше мясом займемся. Вот эти замечательные рульки пойдут в какое-нибудь другое блюдо. А в бирияни пойдет мякоть с небольшими косточками. Куски мяса пусть будут такими же примерно, как на обычный узбекский плов. Но те кусочки, в которых есть косточки, разумеется, пусть будут покрупнее. Если считать без рулек, то мяса здесь 1,5 килограмма. Этого вполне достаточно для приготовления 1 килограмма и 200 граммов риса. Ну а пока что давайте займемся маринадом. В миску, где будем мариновать мясо, необходимо выложить вот что. Во-первых, вот это, то, что называют мацони, катык, йогурт. Только с него сцедили лишнюю влагу. И получилось нечто вроде такой достаточно крепкой сметаны. На такое количество мяса пойдет минимум 1 столовая ложка соли. Насыпаем смело. А еще пойдет целая пиала смеси приправ, которая называется гарам масала. Гарам на фарси означает горячий, а масала означает что по-индийски, что на фарси, что на узбекском, на всех тюркских языках смесь. Смесь горячих приправ. То есть здесь есть все необходимое для того, чтобы сделать такую очень хорошую согревающую еду. Ну и непременно куркума. Раз уж здесь будет лук, то пусть будет и куркума. Насыпаем сюда примерно половину заготовленного количества. Чайную ложечку. Этого достаточно. А еще острый красный перец. Не менее 1 чайной ложки. Потому что когда из индийской кухни убирают остроту, убирают из нее все масло, то есть стараются сделать индийскую кухню полезной, становится непонятным, а зачем это вообще кушать? Заготовку под маринад оставляем в сторонку и пойдемте посмотрим, как здесь лук. Жарится ровно так, как надо. Удивительно, но лук под крышкой жарится очень правильно. Он получится ровно таким, как необходимо. Необходимо такой золотисто-красный цвет с переходом в коричневые тона. Вот тогда тот лук даст необходимый вкус и запах маслу. Лук с маслом вынесли на холод, а масло и вовсе застыло. Но не беда, вот масло только-только растопится, только станет жидким, и можно смешивать лук, масло и все остальные части нашего маринада. И теперь все тщательно перемешать. Перемешать лук, масло, вот этот вот густой йогурт, практически сметана. Кстати говоря, нет у вас мешочка, чтобы сцедить йогурт, нет у вас времени, берите сметану, ничего ужасного не произойдет. И все, мясо в маринад и аккуратненько перемешать, чтобы каждый кусочек мяса оказался покрытым маринадом. Замаринованное мясо можно оставить часов на 6-8 при комнатной температуре. В этом маринаде оно не пропадет. Но можно оставить и на сутки. То есть замариновать сегодня, а готовить завтра. В этом случае, разумеется,
маринад вместе с мясом лучше убрать в холодильник. Если кто-то не знает, где купить гарам-масала, есть такое волшебное слово – интернет. Во-первых, можно заказать через интернет, а во-вторых, можно посмотреть, из чего состоит гарам-масала. Гарам-масала состоит из весьма распространенных специй, которые продаются буквально в любом супермаркете. Купили, составили свой собственный гарам-масала и наслаждайтесь ароматами индийской кухни. До завтра, друзья! Бирьяни будем готовить завтра. Огонь, сковородка, курица. Очень тепло, уютно, очень мило, так по-домашнему. Но иногда чего-то не хватает. Например, нам не хватает спонсоров. Это соус курицы можно добавить и потом. А о рекламе лучше позаботиться заранее. Приходите, убедитесь, мы умеем снимать вкусную рекламу. Но если речь идет о вкусном рисе, то вода непременно должна быть соленой. У меня был 1 килограмм 200 граммов риса. После замачивания рис весит уже 1 килограмм 800 грамм. И такое количество риса необходимо правильно посолить. Здесь у меня 6 литров воды, не меньше. На 6 литров воды 6 столовых ложек соли. Не беспокойтесь, далеко не вся соль впитается в рис. Рис возьмет ровно столько, сколько необходимо. Я и при замачивании риса в теплой воде именно так поступают в том числе и индусы. Использовал соль. То есть рис замочился в соленой воде, потом его как следует промыли. И теперь, если мы говорим об индийском бирьяни, следует сделать чуточку вкуснее саму воду. Знаете, при помощи чего? Индия – это родина специй. Поэтому в воду мы опускаем индийские специи. Я опускаю в воду буквально 2-3 звездочки бадьяна. Вы знаете его вкус, да, какой он? Сладкий. Я опускаю в воду гвоздику и кардамон. Эти специи удивительно гармонируют с рисом. Вот так. Примерно половина от того, что у меня было заготовлено. А еще, вы удивитесь, но это лавровый лист. Да-да, в Индии тоже используют лавровый лист. И даже для отваривания риса. Пожалуй, что на 4 листиков будет вполне достаточно. Но вот, теперь, когда вода и посолена, и подготовлена, и кипит вполне как надо, можно опускать рис. Весь рис одним разом. Каждый сорт риса варится по-разному. Да еще и очень многое зависит от того, как рис подготовлен. Бывает пропаренный рис. Не стоит его бояться, потому что этот рис не подведет. Он может вариться 10-12 минут и не разварится, не превратиться в кашу. Но бывает рис, даже вот этого самого сорта басмати, который варится всего лишь навсего 4, а может быть 6 минут. Очень важно правильно поймать готовность риса. Когда рис готов, примерно процентов на 70, потому что дальше он будет готовиться в казане вместе с луком, вместе с мясом, вместе со специями и превращаться в удивительное блюдо под названием бирьяни. Пусть рис варится, айда к казану. Берем с собой специи и закладываем в казан порядочное количество топленого масла. Да, в индийской кухне используют в том числе и растительное масло, но, пожалуй, что самое главное масло, и в любом случае самое праздничное масло, это масло топленое. Так вот, в топленое масло, прежде чем опустить туда лук, следует добавить то, что способно ароматизировать масло. Опять несколько листиков лаврового листа, опять гвоздика и кардамон, и так и быть. Опущу еще и звездочку бадьян. И прямо сюда, прямо в масло, несколько полосок зеленого перца, умеренно острого. Если положить красный, то получится совсем уж по-индийски острый. А вот зеленый дает и вкус очень приятный, и при этом остроту умеренную. Опускаем зеленый перчик. Ох, масло уже хорошо нагрелось.
огонь хороший, и поэтому можно опустить лук. Почему я не опустил лук с самого начала? Дело в том, что лук остужает масло, и в нем довольно много влаги, и поэтому масло уже не нагрето до температуры не 150, не 160 градусов, а вот сейчас все произошло ровно так, как надо. Посмотрите, кардамон как надулся. Вы знаете, что означает слово басмати? Слово басмати означает наполненный запахом. Рис басмати сам по себе, когда варишь, он пахнет чрезвычайно приятно. Но теперь, когда он варится вместе со специями, он пахнет невероятно вкусно. И, пожалуй, что уже есть смысл попробовать, ну как там этот рис. Можно попробовать, конечно, на зубок, а можно попробовать и вот так. Пальцами. Просто сжимаешь между подушечками пальцев и смотришь, насколько готов раздавиться рис. Знаете, если говорить вот про те самые 70%, то рис уже готов. Откидываем рис на дуршлаг, на сито, для того, чтобы с него стекла лишняя вода. Впрочем, воду, в которой варился рис, не выливаем. Она нам еще понадобится. Но на этом чудеса индийской кухни не заканчиваются. Я видел, как в Марокко жарят петрушку. Вот петрушку жарят вместе с маслом. А в индийской кухне допускается обжаривание мяты. Я сейчас режу мяту мелко-мелко. Стебельки и крупные листики оставлю на потом, чтобы заварить очень вкусный чай. А вот эту мяту, что я уже тут накрошил, опускаем к луку. И это невероятно вкусно. Получается очень хорошо. Проверьте, попробуйте. Убедитесь в моих словах. Убедитесь в том, что в Индии умеют работать со вкусами и ароматами. И вот теперь в казан отправляется все замаринованное мясо. Мясо, баранина, которую мы замариновали еще с вечера, которая слилась в один буквально комок. Но ничего страшного, сейчас в казане все отогреется. Мясо стояло в холодильнике. Кто-то спросит, ну как же так? Как же можно жарить йогурт? Как же можно обжарить мясо, которое обмазано, ну, условно говоря, сметаной? Очень даже можно. И можно прямо сейчас, пока еще не совсем поздно. Вот здесь у меня есть кусочек, где просто жарится лук. Добавить туда немного красного перца чили. Все-таки это Индия. Это должно быть и остро, и красиво. И я добавляю сюда же пасту, которая состоит из давленного чеснока и протертого имбиря. Такую пасту, чтобы она не портилась, заливают водой, и она сохраняет и цвет, и аромат. И вот теперь ее раз только в масло. И комната наполняется невероятным ароматом индийской кухни. Теперь все перемешать. Теперь каждый кусочек мяса по отдельности. Нагрев под казаном как следует, потому что мясо холодное, оно должно успеть нагреться, оно должно обжариться. Да-да, сейчас вот эта смесь из йогурта и специй образует как бы корочку на мясе. И мясо пожарится. Но пожарится она с удивительным, неповторимым вкусом. Вы едите мясо, и вы не понимаете, как это мясо стало настолько фантастически вкусным, что просто сворачивает голову. Забыть индийскую кухню хоть один раз попробуешь – невозможно. Когда мы обжариваем мясо со специями, необходимо не просто перемешивать мясо туда-сюда, но еще и постоянно проходить шумовкой по дну казана, потому что прилипают специи к дну казана и могут пригореть. Но вот так, когда вы постоянно, беспрестанно проходите и перемешиваете, ничего страшного не случится. Тем более, что уже пора наливать воду. Разумеется, воду Тассай. Слушайте, здесь такое богатство вкусов и ароматов. Неужели это можно испортить какой-нибудь водой невкусной, из-под крана, а? Это будет нехорошо. Еще раз пройдем шумовкой по дну казана, чтобы убедиться, что ничего не пристало. А вот воду Тассай не закрываем. Сейчас она понадобится еще раз. Смотрите внимательно. У меня в руках, пожалуй, что самая драгоценная специя – это шафран. Я беру немного шафрана, ну где-то 1/5 грамма. Досыпаю в него щепоточку соли, чтобы его легче было растереть в порошок. И растираю в порошок. Теперь слушайте внимательно. Я все время учил вас, что следует заливать шафран кипятком. И так и поступал сам. Но со мной спорят, и я вижу подтверждение противоположному мнению
из Ирана, из страны, где шафраном работать немного умеют, о том, что шафран следует заливать ледяной водой. И тогда, мол, и цвет какой-то лучше становится, и запах, и вкус. Поэтому сейчас я добавляю к шафрану 3 кубика льда и заливаю его водой Тассай. Ну что же, подождем. Время шафрана еще не скоро. Минут 30-40 должен покипеть зирвак, потом в зирвак рис. В общем, все как обычно. И вот только потом шафран. Ну, полюбуйтесь, какой прекрасный, красивый зирвак. Он пахнет невероятно вкусно. И сейчас весь этот вкус и аромат впитает в себя рис. Ведь вы знаете, да, что мы его не доготовили до конца. Он еще способен впитать в себя влагу, но часть влаги при этом еще и испарится, потому что нагрев под казаном сейчас должен быть значительным. Если вы видите, что где-то рис скомковался, вот как здесь, ничего страшного. Берете и разрыхляете его. Ни в коем случае, чтобы рис не опускался в казан комками. Кто-то может удивиться тому, что я сравниваю бирияни и узбекские пловы. Ведь в узбекский плов рис закладывается сырой. Но есть узбекские пловы, такие как хорезмский, я совсем недавно показывал его на нашем канале. И есть очень вкусный бухарский плов оши-софи, в которых рис готовится точно так же, как в бирияни. Вся разница в зирваке. Зирвак для бирияни просто-напросто переполнен специями, вкусами, ароматами. Но это еще не все. Сюда понадобится добавить немного зелени, кинзы и, пожалуй, что немного мяты. Но прежде чем я это сделаю, я должен долить немного воды. Понимаете, вот там внизу рис соприкасается с зирваком, а наверху не соприкасается. Необходимо, чтобы весь рис глотнул этого волшебного зирвака. Вот так. Очень важно отметить, что я взял не просто воду. Это та самая вода, в которой варился рис. Удивительно, вроде бы она содержит крахмал, да, и как бы не образовался здесь сейчас клейстер. Нет, не образуется. В маринаде содержалась кислота, свойственная йогурту Катеку Мацони. Понимаете? И вот эта кислота не позволит сейчас образоваться киселю либо клейстеру. Наоборот, все получится очень хорошо, очень красиво. Самый лучший подарок – тот, который приносит радость и удовольствие. Особенно если речь идет о мужских удовольствиях. Самый лучший подарок – тот, который приносит пользу. Например, кому не хотелось бы наконец-то разобраться в приготовлении мяса? Самый лучший подарок – это то, что принесет хорошее настроение в погожий, солнечный день. Самый лучший подарок – тот, что способен научить чему-то полезному и вкусному. Ведь казан на кухне, как рояль в оркестре. Самый лучший подарок – это расширение кругозора. А вы думали, что плов – это блюдо с единственным верным рецептом? А не пора ли покорить все вершины великого блюда? Самый лучший подарок – тот, что может сделать человека счастливым. Ничто не укрепляет семью так, как вкусное и доброе застолье. Отличный подарок – это книга с новыми рецептами из хорошо знакомых продуктов, к тому же приглашающая в очень вкусное путешествие в мир Востока. Самый лучший подарок, когда все самые любимые и популярные рецепты собраны в одном месте, где текст превращается в видео, а картинки оживают. Полюбуйтесь, какой красавчик. Самый лучший, самый ценный подарок – это дружба между братскими народами. Теперь вы совершенно точно можете сказать, что с татарами вы уже давно пуд соли съели. Моя самая новая и самая любимая книга рассказывает о земле и раскрывает всю душу татар.
Эти книги теперь можно купить любым удобным для вас способом. С автографом в моем личном интернет-магазине, либо с быстрой доставкой через Озон, либо с большими скидками и кэшбэком в Мегамаркете. Ссылки в описании к ролику, а также в верхнем комментарии. Итак, зелень, кориандр, мята. Наверняка вам уже знаком плов, который называется бахш. Плов, в котором зелень играет прям буквально главную роль. Ну там зелень, печень, неважно что. Но кинза и рис – это отличное, очень вкусное сочетание. Нарезайте кинзу и опускайте смело в рис. Пусть готовится вместе с рисом. Есть люди, которые не любят кинзу. Наверняка они и специи не очень любят. Наверняка им не очень понравится то, что этот плов, ну точнее бирияни, получается довольно острым. Ребят, приготовьте себе что-нибудь другое. А в бирияни положено положить острые приправы и кинзу. Ну и еще и немного мяты. И вот вода из риса практически выкипела. Осталось немного, ровно столько, сколько необходимо, чтобы рис продолжал готовиться на пару. Опускаем сюда всю зелень, перемешиваем ее с верхним слоем риса. Ну, до самого дна уже никак не промешаешь, ничего страшного. И не забыть про шафран, про наш волшебный шафран, который превращает любое блюдо в настоящий праздник. Поливаем шафраном рис. И, пожалуй, что можно накрывать. Индусы точно так же, как и мы, используют слово «дам», что означает приготовление на пару, отдых. Накрываем сначала металлическим блюдом. Часть риса все равно останется непокрытым, и отсюда будет выходить пар. Но у меня есть еще и особая деревянная крышка, которая готова этот пар впитать в себя. Вот так получится совсем хорошо. Ну а если прикрыть еще и чугунной, да просто так, потому что она есть, то будет просто превосходно. Ждем 40 минут. Все как в узбекском плове. Ну, что, как? Открываем. Первая крышка, вторая крышка. Слушайте, не мудрите вот так, как я. Будьте проще. Вот одно такое металлическое блюдо плюс фольга, и у вас уже фактически образовался термос. Очень важно сохранить тепло в рисовом слое. А у нас здесь тепла, смотрите сколько. Видите, какой пар густой. Видите, какой... Видите, какой плов роскошный, какой бирияни роскошный получился. Ну все, начинаем встряхивать, перемешивать. Уф, пар идет. И подавать. Давайте, знаете, как договоримся? Снизу слой мяса. Сначала пусть рис покушают, потом дойдут до мяса. О, индийская кухня сшибает с ног своими запахами, своими ароматами, необычайно аппетитными. Кто зайдет в комнату, первым делом будет спрашивать, чем это так вкусно пахнет. Ни с какой другой едой этот аромат не ассоциируется. Ну все, а теперь слой риса. Но все-таки сверху несколько кусочков очень аппетитного мяса выложим. Бирияни готов. Но, к сожалению, я не знаю, как сказать по-индийски «приятного аппетита». Поэтому скажу по-русски. Живите очень вкусно. Готовьте блюда всех народов. И приятного вам аппетита!